Всем привет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, а также переходите в наш телеграм-канал, там вы найдете оригиналы сказок. Супер знаменитая сказка «Колобок». Да, кстати, мне кажется, есть еще варианты в других. Она же русская народная, а есть другие, мне кажется, варианты. По-моему, про лепешечку. Я не помню, какая страна. Там что-то про лаваш, да? Ну, типа того. Ну вот Про пирожок. есть варианты. То есть это русский народный вариант, а есть еще схожие, да, аналоги Мгм. в других странах. Точно есть. Потому что я когда изучала, ну, давно это дело было, когда изучала, встречалась. Сейчас вот не вспомню, какие конкретно там были сюжеты. Но аналоги есть. Да, и так сюжет там очень захватывающий в самой сказке. Угу. Жила-была старая пара, дед и баба. Жили-были дед и баба, да. Да, были дед и баба. Угу. Короче Ну говоря, вот, сделали колобок. нет, не, короче говоря, сделали колобок, а дед говорит бабе, испеки-ка ты мне, баба, колобок. Зачем? А всегда мужчина привносит какую-то идею. Суету какую-то, да, приносит? Но у мужчины, у него рождается эврика, да, вот это вот Мгм. движение «я хочу». А женщина дальше собирает энергию, Собирает ресурсы вот эти все. собирает ресурсы, да, для того, чтобы вынашивает, да, вот мужской же импульс. То есть ребенок без мужчины не получится. Нужен Мгм. мужской импульс, нужна мужская энергия. А женское уже вот это вот вынашивание, опекание, Взращивание. взращивание, да. Ну вот Да, они испекли, но в итоге-то хотели съесть. Да, и очень часто, но опять-таки родители съедают своих детей. решаю все Мгм. за них. Решают все за них, да, не дают им развиваться. А Колобок говорит, нет, я хочу развиваться. И в окно как сиганул. И сиганул в окно, да, и у него интересно идет движение. Сначала, по-моему, здесь интересный ландшафт. Сначала он на полянке, потом он в лес, глубже и доходит до лесы. И каждому он поет свою песенку. Песенка, которых немножко гипнотизирует, которые... В песенке он рассказывает, кто я такой и из чего я сделан. Что для них я Какие у невкусный, да? меня есть свойства. Не то, что для них Мгм. невкусный. Ну, как часто ты встретишь человека, к которому можно подойти и спросить, ты кто такой? Это кто по жизни, да? Да, и я тебе раз и все рассказал. Я вот это, вот то-то, вот во мне есть то, во мне есть мука, вода, да, там сметанка, маслица, в печку я был там сожжен, на окошке стужен. То есть я развивался, Знал свои корни. знал свои корни, знаю, откуда я. Куда иду? Не знаю пока. Он Но просто как из самурай, у чего, него был путь, он но из чего я сделан, я точно знаю. Вот. И знаю, что от тебя убегу, что ты меня не съешь. А первым ему встречается заяц. заяц, все верно. А С те чем у тебя символизируется заяц? заяц больше как страх, Да, такой то есть настороженность чаще всего мы сталкиваемся со страхом. и И дрожим, его как зайцы, нужно, да, да, если я знаю, кто я и из чего я сделал, что я могу от него убежать. убежать. А это, получается, все части личности Колобка Но он это встречает. Условно. инстинктивные части. Сначала Мгм. справляюсь с страхом, потом справляюсь с агрессией. Агрессия — это у нас волк. Волк. Дальше я справляюсь с такой Мгм. подавляющей частью, мощной подавляющей Больше частью. отцовская, наверное. Отцовская, ну, медведь, Да. конечно. Медведь — подавляющая отцовская часть, которая хочет его тоже съесть. Не дает ему проявиться. Да, ну то есть все, как мы видим, все мужские части. И только в конечном итоге я прихожу к лисе. Такой хитрый, такой грациозный. Да, женская, да, замечаем, что это уже женская часть. Мгм. Да, заяц, а не зайчиха. Волк, Мгм. а не волчиха, Да, а не волчица. да, то есть вообще, если посмотреть развитие ребенка, да, то вот то, что говорит Колобок, это, ну, сказка Колобок, то это момент, когда ребенок начинается вот это «я сам», когда я начинаю познавать мир. Вот это вот познание идет. И Колобок, в принципе, выскочил для познания мира. Встретился со своим страхом, получается, лицом к лицу. Да, но это уже такие прохожу сквозь страх, прохожу сквозь агрессию. А родители как же? Да, я вот иногда смотрю на своего мужа, он говорит: "Нельзя туда". Страшно мне. Ну, детям говорит, да, то есть вот такие вот моменты, когда, ему страшно, да, и он на этом страхе агрессирует, то, что вот нельзя, блокирует. А ребенку важно пройти эти стадии. А вот если ребенка не останавливать, он же так может убиться. Надо же, видимо, как-то Так его... будь рядом.
А для чего тогда, Провести, получается, да? для чего тогда родитель? Помочь вырастить. Помочь вырасти, но не ограничивать. Объяснять, почему вот так вот, и что может быть, если ты будешь делать иначе, Мгм. и какие варианты есть. То есть, когда, да, не надо играться спичками сейчас, потому что ты еще не сможешь проконтролировать этот процесс. Но это же не значит, что во взрослом возрасте ты не можешь этого делать. Кто-то не кто-то не может. Но вот это как раз-таки и остановка в развитии. Основка где-то там на волке, Конечно, на конечно, на медведе. страхе. На своем или на родительском. А здесь колобок проходит достаточно интересный, красивый путь. Получается практически самостоятельная личность. Да, но съедает-то лиса. Да, вот Хитрая. перехитрила Колобка. Да, колобок рассказывает ей, кто он такой. А она говорит, классная песенка. И ты мне подходишь, да. Садись на нос, да. А Спой ко мне еще раз. И здесь вот этот вот такой момент. Ты такой классный. Как часто мы попадаемся на эту уловку? да, почти постоянно. Расскажи еще раз, какой ты красивый. Даже есть такая поговорка: осла перед работой кормят, а дурака перед обманом хвалят. Вот, вот, вот. И когда человек на это ведется, его поглощает. Но здесь есть еще такой очень классный союз соединения с женским. Поглощает кто? Женская часть Мгм. личности. Получается, Колобку нужна была женская половина. Ну вот в этой сказке, да. Ну то есть важно соединиться с женской частью. Причем инстинктивно опять. Именно женской, не материнской, видишь? Мгм. Инстинктивной, женской, познать ее. Потому что очень часто вот эта вот женская часть, она где-то глубоко-глубоко материнская. Очень часто мы остаемся на окошке. Или И очень часто остаемся съеденными родителями, съеденными родителями, да. когда на окошке очень так завалялись. Да. Здесь вот интересно, да, есть пространство дома, есть пространство леса, вот это вот, как из дома пойти познавать мир. То есть эта сказка, если вы ее будете читать и читать вот через себя, да, так вот вкусно читать, Мгм. проходя через себя, то вы точно найдете, вот у вас выстроятся нейронные связи для того, чтобы пойти познавать этот мир. Цель будет непонятна еще пока, но познавать пойдете. Что-то новое, что-то новое, какая-то новая энергия вам встретится, с которой вам захочется взаимодействовать. А также эта сказка еще учит, что те, кто льстит очень много, значит, у него есть тайный какой-то умысел. Ну и тайный умысел есть. И вообще, знаешь, вот если человек начинает познавать разные города, разные страны, да, разные какие-то Культура. новые действия, культуры, да, у него расширяется его внутренний мир. Мгм. Поэтому сидеть дома хорошо, уютно, но попробуйте выйти за пределы дома. Да, там страшно, да, там могут вас съесть, но поисследуйте этот мир, он прекрасен. Но перед сидением так нальстят. Ну да. Всем пока-пока. Всем пока-пока и приятных путешествий вам.